Первый. Второй. Первый. Первый. Второй. Первый. Второй. Скорее всего, твоя физра проходила примерно так. Мурашки, давай, может, я буду говорить? Так, делимся на две команды. Первые налево, вторые направо. Будем играть в пионербол. У меня освобождение, я не могу играть. Хорошо. Ты можешь посидеть на лавочке. А остальные делимся и начинаем играть. Играйте, не шумите. Я пока отойду, ради бога не убейтесь. У большинства физра тот самый предмет, на котором можно расслабиться, свалить, если она последняя, или просто получить освобождение и не ходить совсем. Даже среди учителей она не считается важным уроком. Скорее всего, он придет лишь в конце урока. Почему физкультура в современном образовании, наверное, стала самым недооцененным уроком? Почему после 25 лет ты все равно пойдешь в спортзал, жалея, что не занимался спортом раньше? Спорт, 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 занимайся спортом, бла-бла-бла. Ты много слышал о том, что спорт важен, полезен, без него нельзя и так далее. Откуда вся эта информация? Есть ли реальные подтверждения и исследования? Большинство из тех, кто смотрит сейчас это видео, предпочтут посидеть дома, поиграть в комп или посмотреть сериал. Ведь с тобой все хорошо. Ты молод, физически здоров, не стремишься становиться качком, а значит и убиваться на тренировках не нужно. Спорт — это что-то для спортсменов, для олимпийских чемпионов, не для тебя. Это пока. Пока ты молодой и твои гормоны держат твое здоровье на высоком уровне. Уже в 22-25 лет начнутся первые заметные изменения. И нет, я не пугаю. Это нормальные изменения твоего организма, который с возрастом, естественно, начинает изнашиваться. Тут, конечно, важно учитывать индивидуальные особенности, генетику, экологию, место жительства. Но факт в том, что наше тело перестает расти в 25 лет. Это именно та точка, когда физически твое тело находится в наилучшей форме. И вот тут появляется спорт, который становится чем-то вроде чит-кода в жизни человека, который не просто помогает не стареть, но и решает множество других проблем. Не зря рекомендации врачей практически всегда сводятся к занятию спортом. Заболел астмой – рекомендуют спорт и походы в горы. Диабет – занимайся спортом. Депрессия – начни бегать. Важно добавить, что не все болезни следует совмещать со спортом. Например, при ОРВИ или при проблемах со зрением спорт противопоказан. Тут, конечно, стоит консультироваться со своим лечащим врачом. Почему же мы вспоминаем про спорт только тогда, когда становится все плохо, если его важность транслируется настолько активно? Давайте начнем с самого начала. Ты учишься в обычном БоУСОШ. Если тебе не повезло с физруком и ты не ходишь в спортивные секции, то ты не занимаешься спортом совсем. Физкультура — это предмет, который можно проспать, с которого можно сбежать. Ну а если ты оказываешься там, то, как правило, спортом, я бы скорее сказал активностью, ты там не занимаешься. Ленивое бросание мяча, еле заметное передвижение ног по залу, желанием поскорее уйти домой. Ну а если я просто не хочу этим заниматься, мне это не интересно? Тебе не интересно, потому что тебе показали это неинтересно. Ну и преподаватель не был заинтересован в своем предмете. Мне в этом плане повезло. В моей школе физкультура была у многих учеников одним из любимых предметов. Нашего физрука все уважали, и почти никто не прогуливал его уроки. Он воспитал несколько команд чемпионов по баскетболу, на уроках мы метали гранату, играли в лапту, сдавали нормативы по гимнастике. Практически каждый умел вести баскетбольный мяч правильно и кидать его в кольцо. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у большинства физра проходит по такому сценарию. Начинается урок, происходит небольшая разминка, физрук строит класс, отдает мяч и уходит к себе. Ученики сами по себе играют, кто-то сидит в телефонах, или еще хуже, всех просто сгонят на субботник. Понятное дело, что из-за такого отношения никакой любви к спорту не будет. Конечно же, не у всех уроки проходят именно так. Есть добропорядочные, ответственные преподаватели, которые действительно любят свой предмет, готовы тренировать, воспитывать поколение и развивать любовь к спорту. На уроках дети выполняют разряды и готовятся к соревнованиям, сдают нормативы ГТО. Но, к сожалению, я чаще слышал противоположную историю. А было ли всегда такое отношение к физре? Давайте отмотаем немного назад и сравним, чем для школьников была физкультура, например, в Советском Союзе. В СССР спорту уделяли очень высокое внимание на государственном уровне. Массовая пропаганда здорового образа жизни решала сразу несколько проблем. Первое – это борьба с алкоголизмом и тунеядством. И второе – это всегда готовое к защите Родины здоровое общество.
Значок ГТО так и расшифровывается «Готов к труду и обороне». Любовь к спорту прививалась на всех уровнях. Заводчане начинали свой рабочий день с утренней гимнастики, а плакаты скандировали «Молодежь на лыжи» и «К новым победам в труде и спорте». Телевидение развивало любовь к чистоте и воспитывало патриотизм на примере советских олимпийских чемпионов. Я не фанат СССР, но стоит признать, что это сработало. Советский Союз выиграл на Олимпиаде в 80-м году. Молодежь активно занималась спортом, было много спортивных секций. Тогда понимали, что воспитание начинается именно со школы. Физкультура была одним из любимых занятий. Да, не всем нравились лыжи или самбо на уроках, но практически каждый хотел получить тот самый значок ГТО, для которого нужно было сдать нормативы. Физра в школах СССР была важным уроком, который отлично справлялся со своей задачей. Поколение привыкало к тому, что спорт должен быть в их жизни постоянно. В школе мы забиваем не только на физкультуру, но и на остальные ненужные уроки. И приходя в зал в 25 лет, мы тренируем только тело. Да, спорт важен, но и регулярные тренировки тоже важны. А лучший способ тренировать мозг – это получение новых навыков, которые потом принесут ощутимые результаты. В Kata Academy можно освоить профессию фронт-энд-разработчика. Сейчас спрос на них только растет. Такие специалисты нужны в любом онлайн-продукте. Фронт-энд – это разработка интерфейсов на языке программирования JavaScript. Самое интересное, за обучение в Kata Academy нужно платить только тогда, когда ты уже прошел курс и получил новую работу. Через год работы по специальности зарплата фронт-энд разработчика легко может вырасти выше 200 тысяч рублей. При этом, если что-то идет не так и вы получите меньше 80 тысяч, оплачивать обучение будет не нужно. Это тоже прописано в договоре. Главная цель Kata – реальное трудоустройство выпускников в IT-компании Москвы или Санкт-Петербурга. На курсе вас будут учить не только кодить. Вы научитесь работать над командными проектами, самостоятельно принимать важные решения и будете полностью готовы к работе в большой компании. Обучитесь, получите классную работу и измените не только тело, но и всю свою жизнь. Ссылку вы найдете в описании. Можно, конечно, обвинить физруков, мол, именно из-за них уроки проходят скучно. Но я всегда стараюсь подойти к вопросу с разных сторон. Я пообщался с несколькими преподавателями и смог получить от них комментарии о том, с какими трудностями сталкиваются преподаватели физры в школах. Несмотря на то, что оценка по физкультуре входит в аттестат, многие дети, родители и даже коллеги физруков относятся к физкультуре как к какому-то второстепенному все-таки предмету. Где-то можно уроки физкультуры подменить, пригласить гостей на какое-то мероприятие во время урока физкультуры. Родители чрезмерно могут опекать детей. То есть где-то им кажется чрезмерными очень нагрузки, хотя педагог-профессионал лучше знает для конкретного ребенка, какая нагрузка нужна. Ну и дети, соответственно, тоже силы воли не всегда хватает. Какие-то малейшие физические и психологические трудности частью детей не могут быть преодолены. Если брать какие-то другие факторы, не связанные с детьми, а также их родителями, у нас большая, я считаю, что большая загруженность, даже отчетами. Это же не наше, согласись. Освобожденных стало больше. Причем не то, что на период болезни еще 2 недели, а таких хронически освобожденных на полгода. Живот болит, ссылка на критические дни у девочек, где-то я требую подтверждения, где, у родителей, где, очень частый и непредсказуемый цикл. Например, полмесяца девочка с этими днями, как так? И где-то выискивается действительно, где-то, да, действительно цикл такой непостоянный и частый, а где-то девочки мне лапшу на уши вешают. Такое тоже бывает. И зачастую отвлекаешься на этих детей, которых стало больше, освобожденных, не готовых. Если ты в этом заинтересован и как-то поставить им объективную оценку нужно, а не то, что они посидели на скамейке, ладно, 3 я нарисовал. Многие физруки делают так, это не секрет. Инвентаря где-то не хватает, где-то он устаревший, и зачастую дети относятся крайне небрежно, небережно к инвентарю. Они могут его портить, думают, что им за это ничего не будет. Трудностей в нашей работе хватает, но через тернии к звездам. Когда есть даже небольшие победы, достижения, радуется ребенок, довольна администрация школы, как ни крути. Бывают благодарности от родителей, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу, и, так скажем, это все не зря. Но и со стороны учеников это не самый любимый предмет, а иногда и самый худший. Я провел небольшой опрос в своем телеграм-канале среди тех, кто недавно закончил школу, и среди тех, кто еще и учится. И выяснил, почему же мне нравится этот урок. Ссылка на телегу, кстати, будет в описании. Ненавидела физру в школе всем сердцем. Я не обладала какими-то способностями и навыками, поэтому мне все давалось с трудом. Нормативы сдавать тоже не любила, за это ставить оценку, а нормы для всех одинаковые.
Физра скучная и нудная, я даже форму не приношу. Не знаю, почему она мне не нравится, мне просто лень и чаще желания нет. В школьные годы физкультура представляла собой что-то вроде «просто займем время». В старших классах, как гроза среди ясного неба, появились нормативы, и вот тут началась настоящая драма. Оценки за то, что ты как бы должен был быть спортсменом, но тебя к этому никто не готовил, и с приближением экзаменов физкультура вовсе стала необязательным предметом. Довольно скучно. Просто игра в футбол, волейбол, баскетбол. Даже играть толком не научили. Просто вот вам мяч, играйте. Физкультура у меня была, скажем так, больше связана с уроками труда. Нормативы сдавали, потом шли на участок физрука и клали ему плитку, чистили двор, красили забор. Я обратил внимание на один комментарий. Физра – это идеальное место для буллинга. В плохом смысле слова «идеальное». Когда начинается физкультура, все, кто в классе не пользуется популярностью, становятся объектом насмешек. В него обязательно случайно перелетит мяч в голову, или еще хуже, просто побьют в раздевалке. Дети чувствуют дискомфорт, когда их выбирают последними, когда считают слабыми и не дают пас, или смеются над физическими недостатками. Именно на физре все это усиливается больше, чем на других уроках. Поэтому физра многим и не нравится. Ты не понимаешь, зачем она нужна. Скучно, преподаватель не сможет заинтересовать, постоянный буллинг, ходишь потом весь день потный на других уроках. Кстати, на моей памяти я не знаю ни одной школы, где были бы душевые, а для девочек это один из самых сильных триггеров. Буллинг на уроках физкультуры может присутствовать и даже быть в гипертрофированном виде в том случае, если учитель упускает ситуацию. По крайней мере, на моих уроках и на уроках части моих коллег, с которыми я общаюсь, которых я знаю, буллинга в привычном смысле слова нет. Есть какие-то небольшие подкольчики, где ребята достаточно безобидно могут сказать или по делу, по конкретному моменту скажут и забудут. Возможно, в раздевалках без меня это и происходит. И это нехорошо, конечно, это пресекается. Специально мячом в голову попасть, наверное, если учитель отвернулся, и такая спорная ситуация, что можно сказать, а это я сделал случайно. Наверное, так дети делают. Где-то подножку поставить, если там какие-то отношения нездоровые, возможно, они это сделают. Но я смотрю со своей позиции, мне это неприятно, так скажем, просто как человеку, этот буллинг. А то, что он среди учеников, возможно, ими же поддерживается, это не исключаю. Я помню свои ощущения до 7 класса. Я ненавидел физру всей душой, пока не сменился преподаватель. Я не понимал, нафига мне нужно мотаться по залу туда-сюда, пока мне не показали, что это не просто про мотание туда-сюда. Конечно, тебе очень повезло, если родители в детстве отдали тебя в спортивную секцию. Ты ощутил на себе, как спорт развивает целеустремленность, дает уверенность в себе, развивает силу и выносливость. Но не повезло, если у тебя не было спортивного ориентира в детстве. К сожалению, люди так устроены, что начинают менять свою жизнь, когда уже совсем все плохо. Идут в зал, когда уже набрали лишний вес и сильно запустили свое здоровье. Им крайне трудно изменить свои уже сформированные годами привычки. Каждый поход в зал – тяжелое испытание, борьба со всем своим организмом. Если ты не тренировался в юношеском возрасте, начинать спортивную историю очень тяжело и морально, и физически. На вопрос отвечу, как дети относятся к физкультуре и спорту, стали ли они слабее, чем дети, например, 10 лет назад. Дети относятся приблизительно так же, а именно по-разному. Есть дети, из которых из спортзала не вытащишь, есть которых в спортзал не затащишь. Но на первое место сейчас какая-то, мотивация личного плана. То есть им нужны детям личные поощрения, личные грамоты. Даже если мы, например, играем командно в баскетбол, они, а что мне за это будет? Даже не то, что мое спасибо, поощрение, оценка и так далее, а что-то им нужно подтверждение. В этом плане хорошо сейчас есть система ГТО, можно говорить о плюсах, можно говорить о минусах, но она дает личное поощрение, то есть значок. Стали ли дети слабее? Дети стали менее мотивированы, их нужно мотивировать чем-то, то есть здесь более тонкая, так скажем, настройка должна быть детей. Ты должен больше с ними взаимодействовать на их языке, так скажем, разговаривать, иначе даже способный ребенок может куда-то, так скажем, пропасть. В наши годы, я думаю, и ты еще застал, учитывая твоего учителя физкультуры, хорошего, требовательного, и профессионала своего дела, то есть вы, наверное, не думали о том, что вам будет, не будет, вам сказали, вы делаете. Когда я услышал, что у современных детей проблема с мотивацией, честно, я не удивился. С одной стороны интернет и смартфон, а с другой какой-то мужик, который пытается вдохновить тебя на участие в городских соревнованиях по баскетболу. Зачем?
На самом деле наши привычки, сформированные в детстве, это наше будущее убеждение. Именно из-за того, что ты в школе не понял, для чего нужна физра, в будущем ты упустишь самое важное – здоровье. Я разделил пользу спорта на две важные категории. Первая – это физическая. Давайте возьмем самый простой пример. Игра с ракеткой. Это сквош, теннис или бадминтон. Эти виды спорта снижают риск преждевременной смерти по любым возможным причинам примерно на 47%, а из-за проблем сердечно-сосудистой системы на 56%. Это просто огромные цифры. В таких прогнозах 3-5% уже считаются существенным изменением. А цифра 56% это что-то невероятное. Ссылки на все исследования будут в описании под видео, вы можете легко с ними ознакомиться. Спорт предотвращает и отсрочивает болезни Альцгеймера. Выводы работы, которые вы видите на экране, подтверждают, что физическая активность может обратить вспять нейропатологические изменения, которые вызывают клинические симптомы болезни Альцгеймера. На основании результатов 14-летнего наблюдения за здоровыми пожилыми людьми показали, что те люди, которые регулярно занимались физическими упражнениями, имели более низкий риск развития болезни Альцгеймера и до дементного снижения когнитивных функций. О физической пользе спорта мы все наслышаны. Спорт улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, увеличивает продолжительность жизни. Здесь не нужно вскрывать огромный архив исследований, мы и так все это прекрасно знаем. Гораздо интереснее то, как спорт влияет на нашу психику. Люди, которые занимаются любыми соревновательными видами спорта, более дисциплинированы, не имеют проблем с тайм-менеджментом, лучше извлекают уроки из неудач и легче справляются с поражением. Помимо этого, спортсмены более социальны. У них лучше выработан эмоциональный самоконтроль и меньше проблем с самооценкой. У современных людей, не только у молодых, много ментальных проблем. Врачи все чаще диагностируют депрессии и тревожные расстройства. И учитывая, что происходит в современном мире, трудно не загнаться. И я с этим столкнулся. Последние 5 лет в мире столько всего происходило, а я как человек, который мониторит новости нон-стопом, пропустил через себя столько негатива, что не испытать тревогу было невозможно. И тут меня спасли две вещи. Первое – нормализация сна, и второе – это спорт. Самое большое количество исследований именно на тему того, как спорт влияет на наше психическое здоровье. Физическая активность и упражнения оказывают положительное влияние на профилактику или облегчение психических заболеваний, включая симптомы депрессии и заболевания, связанные с тревогой и стрессом. Активность даже на малом уровне превосходит сидячий образ жизни с точки зрения пользы для здоровья. Здесь важно добавить, что спорт не лечит, а именно помогает в лечении депрессии. После любой тренировки мы чувствуем себя более мощными и возникает неосознанное чувство защищенности, уходит тревога и приходит уверенность в том, что мы справимся с дальнейшими задачами. Да, конечно, во время тренировки это не чувствуется. Тебе хочется поскорее ее закончить, прийти домой, лечь на диван и отдохнуть. И это нормально, первое время так и будет. Спорт как горькая таблетка. Вначале не очень приятно, зато работает очень эффективно. Обычно, чтобы втянуться в тренировочный процесс, нужно от месяца до 3. У всех индивидуально и все зависит от изначального уровня подготовки. Но, как правило, люди бросают спустя пару недель, не успев дать спорту и шанса. Как только организм привыкнет к нагрузкам, у тебя будет что-то вроде эйфории бегуна. Ты заметишь, что у тебя улучшится настроение, отступает тревога, ты легче будешь справляться с трудностями. У парней поднимется тестостерон, вы станете увереннее в себе, увеличатся силовые показатели и вообще вы будете готовы горы свернуть. А цели и желание их достигнуть в спорте, например, пожать заветную сотку или пробежать 100-метровку за 14 секунд, стимулируют выработку дофамина. У меня при активном занятии спортом пропадало желание спать посреди дня, снизилась агрессия, появлялась уверенность в себе и легче было заканчивать начатое дело. Как только бросал заниматься, начинал чувствовать, что я физически слабею и появляется апатия. Не весь спорт полезен, все хорошо, то что в меру. И важно понимать, что профессиональный спорт – это не про здоровье, это про результат, где спортсмен ставит на кон свое здоровье. И вот тут как раз проходит та самая грань, которую лучше не пересекать, если ты не собираешься становиться профессиональным спортсменом. Профессиональный спорт
Олимпиада, чемпионаты. Если это тебе неприменимо, то помни, что тренировка – это в первую очередь стресс для организма. Профессиональный спортсмен испытывает колоссальные нагрузки по 2-3 тренировки в день. Он живет спортом. Он тратит лучшие годы своего физического здоровья на то, чтобы привести свою страну к золотой медали. Он это понимает и выжимает из себя все соки. Если ты не профессиональный спортсмен, не нужно и тренироваться как они. Для того, чтобы быть здоровым и хорошо выглядеть, достаточно небольшой физической активности. Разные исследования называют разные цифры. Где-то говорится, что достаточно 30 минут в день, тренируясь 3 раза в неделю. Где-то утверждается, что хватает тренировки до часа в день и 2 раза в неделю. Но суть одна. Тренировка не должна быть каждый день и не нужно торчать в зале по 2-3 часа. И не обязательно ходить в качалку. В разговоре с друзьями, когда речь заходит про спорт, многие говорят, что не хотят ходить в зал. Но тренажерка – это не единственный способ поддерживать свое здоровье. Мне, например, в зале капец как скучно. Я ходил год в одну тренажерку, и ни разу не было такого, чтобы я прям кайфанул. Зато потом я попробовал баскетбол, и там я кайфанул по-настоящему. Позже попробовал скалолазание, и тоже был приятно удивлен. Спорт, в первую очередь, это про активность, а вот какая она будет, выбирать тебе. Плавание, большой теннис, йога, футбол – неважно. Это все спорт, это все будет развивать тебя физически и морально. В своей жизни я испытываю 2 состояния. Когда я не хожу в зал, я страдаю. И когда я хожу в зал, я страдаю, но уже по-хорошему. Да, процесс тренировок может нравиться не всем, но те ощущения, которые ты получаешь после, ради них и стоит тренироваться. Как интересно, я вплел свою историю физкультуру в школе и важность тренировок. Я считаю, что именно со школы и начинается нелюбовь к спорту. Неправильная программа, слабая мотивация у детей и нежелание преподавателей что-то менять или как-то помогать ученикам. Помимо этого, буллинг на уроках, разный физический уровень учеников и отсутствие душевых. Да, я считаю, это важно. И все эти факторы отбили бы и у меня желание тренироваться и как-то связывать свою жизнь со спортом. Хорошо, что у меня в свое время появился преподаватель, который помог мне это осознать и направил на правильный путь. Я благодарен Монакову Владимиру Васильевичу, бывшему учителю физкультуры школы номер 11 города Белова. Вы помогли мне тогда, и я хочу помочь другим с помощью этого видео. Даже если у вас физра проходит или проходила плохо, все равно пробуйте заниматься спортом. Это изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Расскажите в комментариях, как у вас проходила физра. Я думаю, у вас есть много интересных историй. Не забудь подписаться на канал. На канале уже 20 тысяч подписчиков. Это большая победа для всех нас. А чем больше подписчиков, тем качественнее будут новые видео. Может, однажды и кино снимем. Все, мне надо в раздевалку. Не забудь подписаться, занимайся спортом. Дальше больше.